stage, and ministers who are going to be ordained, come please forward. Давайте мы все встанем, Let's stand up, please. чтобы мы аплодисментами встречали тех, кому сегодня Бог будет прикасаться через наших старших пастырей. Я хочу пригласить на сцену пастырей Балабкину Елену, город Остров, Виляй Александр, Киев. Встречайте их аплодисментами. Служители, выходите сюда перед сцену. Служители, выходите сюда перед сцену. А пастыри на сцену. Гертнер Владимир, Германия. Доценко Николай, Богуслав. Егорченко Ирина, Киев. Зинченко Александр, Киев. Иванец Валерий, Киев. Кабацкая Виктория, Алчевск. Кокоева Людмила, Умань. Кондратюк Гогунь Клементина, Киев. Лебедева Людмила, Великий Новгород. Леонов Александр, Вишневая. Майборода Любовь Петровна, Киев. Мор Людмила, Германия. Мусохранова Мария, Киев. Немыкина Елена, Киев. Мирощин Александр, Коцюбинская. Петько, Кременище. Печенкин, Барнаул. Преснякова, Донецк. Ренер, Берлин. Слугевич, Синельникова. Соколова, Богуслав. Салаед Оксана, Киев. Сорочинская, Барнаул. Федотов, Германия. Феча, Ужгород. Чуфинева, Новосибирск. Шерматов, Новосибирск. Шеремет, Богуслав. Щедрыгин, Вышгород. Корецкая, Синельникова, Погаси, Вишневая и Демченко, Киев. Давайте мы аплодисментами будем встречать наших служителей, наших пастырей. Это те, которые понесут Евангелие. Это те, которые сегодня примут огонь Духа Святого. Это те, которые не побоятся, не испугаются. Это те, которые не будут прятаться, но те, которые завоюют землю для Иисуса. И для рукоположения позвольте мне пригласить апостола Тофа Улиса. Прошу вас на сцену. Также основателя посольства Божьего, старшего пастыря посольства Божьего Sunday Adelaja. Епископа Анатолия Белоножка. Пастора Наталью Потапаеву. И пастора Топе. Встречайте их аплодисментами. Господь, во имя Иисуса, мы просим Тебя, как старшие лидеры, апостолы этой церкви, чтобы Ты сам пришел и помазал этих людей. Помажь народа Твоего. Мы посвящаем свои руки Тебе. Мы посвящаем свои сердца Тебе. Используй нас во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Кого ели? Those who have an oil. Ты нужен мне больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе. Не могут выразить слова. Нуждаюсь в тебе. Господь, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе. Не могут выразить слова. Нуждаюсь в тебе. Господь, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Так нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе. Не могут выразить слова. Нуждаюсь в тебе. Господь, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе. Не могут выразить слова. Нуждаюсь в тебе. Господь, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя. Больше служения. Больше дыхания. Больше всего, Господь, ты нужен мне. Нет жизни без тебя. Всей душой своей ищу тебя. Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя. Больше служения. Больше дыхания. Больше всего, Господь, ты нужен мне. Нет жизни без тебя. Всей душой своей ищу тебя. Ты нужен мне. Больше всего, больше, чем песнь моя. Больше служения. Больше дыхания. Больше всего, Господь, ты нужен мне. Нет жизни без тебя. Всей душой своей ищу тебя. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе. Не могут выразить слова. Нуждаюсь в тебе. Господь, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне всего. Больше, чем песнь моя. Больше служения. Больше дыхания. Больше всего, Господь, ты нужен мне.
душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Ищу Тебя, всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше всего, больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, больше, чем песнь моя, больше всего, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера, нуждаюсь в Тебе. Не могут выразить слова, нуждаюсь в Тебе. Господь, как никогда, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера, нуждаюсь в Тебе. Нуждаюсь в Тебе. Не могут выразить слова, нуждаюсь в Тебе. Господь, как никогда, Ты нужен мне. Больше всего Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Нет жизни без Тебя. Всей душой своей ищу Тебя, Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен
нужен мне. Я жизнь без тебя, всей душой своей ищу тебя. Ты нужен мне, больше, чем песнь моя. Hallelujah. Больше служения, больше дыхания, больше всего, Господь, Ты нужен мне. Hallelujah, Serko. Давайте воскликнем Богу глазом радости. Let us rejoice. Благодарим Тебя, Господь. Thank you, Lord. Hallelujah. Церковь Church, сегодня, today, сейчас будет вечером, в 6 right часов, now, in the будет evening проповедовать at 6:30. 6:30, sorry, at 6:30, 18:30 at будет 6:30. проповедовать, наверное, самый лучший учитель в I мире, think кого я there will be знаю. the best teacher И, that I've known. помазанник Божий, He is a man of God. легенда просто, He's a человек, legend. который Бог, наверное, я не знаю, сколько миллионов, I don't только know члены его церкви, how many миллион, millions да? of А people сколько are in он his уже church, повлиял, сколько уже and спас, how many сколько people he чудес было. influences. Давайте я расскажу мое There are свидетельство a вам, lot of прежде чем мы miracles, уйдем. and I want to Присядьте на testify минутку. before you go. Тише там, те, которые за вас помолились, пройдите, не шумите, пожалуйста. Have been ordained. Поздравьте их потом, поздравьте их потом. Make sure that you follow Поздравьте your их seats попозже in чуть-чуть. silence, Пока and other садитесь. people can congratulate you later. Please have your seats now. Sveta, you are there? I think I will just speak English because... Вы снимаете, да? Скажи, что будет. Пожалуйста, давайте сделаем порядок в зале. Присядьте. Еще несколько минут, очень важно. Присядьте, пожалуйста. И тише. You will be congratulating your friends later. Let's finish this session. Вы поздравите своих друзей, которых рукоположили позже. Давайте закончим служение. Пожалуйста, тише. We are left with less than 2 days. Just 1 day and one session. Так быстро идет время. У нас всего осталось 1 день и еще одно служение до конца конференции. So this service that is coming now and then 1 whole day tomorrow, that's all. Вот сегодня вечером служение и завтрашний день, и все, конец конференции. And tonight, И сегодня you вечером, remember, not yesterday, but yesterday we heard the testimonies of people who were healed from Pastor Kumuyi's service. помните, вчера мы слушали свидетельства людей, которых Бог исцелил на служении пастора Кумуи. Now, I didn't want to testify yesterday because there were so many of you, and I knew I was going to take some time. But since I am the host, I will find a time for some time for myself. Я вчера не хотел свидетельствовать, потому что не было достаточно времени, но поскольку я принимающая сторона, я всегда найду себе местечко засвидетельствовать. Using my position Поэтому, now, используя свое положение, you can't believe this now. хотел бы засвидетельствовать. Now, of course, you know, as a pastor concerned, you will not expect this testimony, but it's the truth. Конечно, вы, наверное, не будете ожидать такого свидетельства от пастора, но это правда. People who are close to me, my wife and, the secretaries and assistants, they know that, this is true. Люди, которые близко ко мне, моя супруга и люди, которые работают в офисе, мои помощники, они знают, что это правда. One time, we were traveling from our house to the church. Однажды мы ехали из дома в церковь, And there was a temple, a Mormon temple, as you know, the Mormon church. Yeah, their temple, they had built a temple just at the roundabout of the city. And in that temple, if you are in the car, you could see that there's something written on it. But I didn't know. I'd been seeing it for I've been seeing it, that temple. I knew it was there maybe for a year, but I never knew there was something written on it. Вообще на пути от моего дома до церкви есть мормонский храм такой. И мы когда ехали, я постоянно его видел. И я видел, что там что-то написано, но я не видел, что на нем написано. Просто знал, что там какая-то надпись. You all probably know what is written on it. She was surprised that I didn't see those things. I didn't see them.
But, you know, this is so funny. Then it's been several times when I will sit down here in front, just beside my wife, and I will be telling the ushers and that why should they put on the screen with words when there is nothing there to read, you know. So my wife would tell me, you mean you don't see that? I said, no. He said, go for checkup. And you know, I would say, no, I think that thing is faulty. И иногда я сидел здесь впереди, рядом с моей женой, и смотрю на экране, там повесили какой-то текст, но вообще ничего не видно. Я говорю моей жене, послушай, что они там повесили? Все равно ведь ничего не видно. Она говорит, а ты не видишь, да? Ну тебе надо зрение проверить. And so after that incident, because this had been going on with, I was just thinking, no, well, I know the songs anyway. So for maybe a year, I didn't pay attention to that. But when that incident happened with the building, there were 4 other people with me, my wife and 3 other people in the same car. So I quickly told other people, now I know this is serious. So it was not my wife who read it. Another person read it. And I said, Princess, is that true? Is there anything written on that? She said, yes. She read it as well. And then I said, you mean you are reading anything? It was just blank to me. Then I asked the third person, I said, can you try to read? Is there anything written there? He read the same words. I said, wow. I called the driver, please, can you see anything there? He said, of course, that's what is written. I said, yeah, Princess, high time to listen to your wife. И вот однажды мы ехали, ну, в принципе, вот здесь в зале с этим экраном, ну, я думала, там, наверное, что-то с резкостью не так, поэтому, как бы, со мной все нормально. Однажды мы ехали в машине, и там было, кроме меня, моя жена и еще 3 человека. Мы ехали мимо этого мормонского храма, и моя жена прочитала надпись там. Я так удивился, о, ты видишь, что там написано? Ну, может быть, у тебя слишком хорошее зрение. Потом попросил другого человека, и каждый человек в машине, они свободно прочитали эту надпись на храме. Я потом попросил водителя, говорю, а ты можешь прочитать? Он говорит, конечно могу. Вот что там написано. И тогда я понял, что моя жена была права. Надо идти к врачу и проверять зрение. And listen to your wife now. Наконец-то я послушался свою жену. Good instruction, good lesson. Хороший был совет. The husband, listen to your wife. Мужья, слушайте своих жен. Anyway, of course, so we got some doctors from the church. That is a woman's amen. Такой женский аминь в зале послышался. Sisters, amen. Anyway, you know, of course, you know, this was now serious. So, I began to cross-check from other angles, and I realized I was not saying what other people were saying. So I decided to see a doctor. So thank God for some people in the church. They took me for a checkup. И я обнаружил, что действительно у меня очень сильно упало зрение. Это уже серьезно, я не шучу. То есть я не видел многих вещей, которые видели другие люди. И я решил все-таки пойти и проверить зрение. Слава Богу за некоторых членов церкви, которые нашли для меня клинику. So when we got there, the doctor that took me there is from the church, and she was trying to introduce me to the doctor that was there. But I said, I know this doctor. I didn't know the doctor that was there had given her life here when she's not coming to this church anymore. But she had given her life, and I don't forget people. I said, I know. So she said, oh, yeah, I will give my life in your church. So they gave me very good service. But what surprised them was, after they examined me, you will not believe this now. Listen closely. They said I was medically blind in one eye, and the other eye I had lost 60%. И мы пошли в эту клинику, и сестра, которая привела меня туда, она представила меня доктору, но эта сестра из церкви и доктор, она тоже была из церкви, они покаялись в нашей церкви, поэтому они очень хорошо нас встретили, но когда они проверили мое зрение, оказалось, что я по медицинским меркам на один глаз вообще не видел, а на второй глаз я потерял 60% зрения. That right hand, where they said I was medically blind, I had lost 85% of, and when you lose so much, you are already regarded as medically blind in that right eye. So it could see 15%, but 85% is a lot. И на правый глаз я потерял вообще 85% зрения. То есть я видел всего лишь 15%, но по медицинским меркам это уже считается, что на этот глаз ты ослеп просто. Because they tried, I stood there. They tried this doctor, they tried that. They put all
lenses that they had, and none of them went. No improvement. And this one, they said it was not bad. It has lost 60%, but I could still see 40%. И они пробовали различные линзы на этот мой правый глаз, но я все равно не мог до него видеть. То есть уже настолько потерял зрение, что никакие линзы не помогали. So what was surprising to them was that, how could you still function? And you all know I keep on functioning. I didn't know how many years. I said, how long have this been happening? I said, I don't know. So the question was, how could you keep on functioning? It was a friend of mine, Professor Vincent from Africa, when I told him the story, that told me, Pastor, because you are so much a man of vision, because you are driven by the inner pictures and inner reality, that you don't even notice you are blind, because you are functioning by what you see from inside. You are a driven man, so maybe that's why you didn't notice. And nobody in the church would think I was blind, because I was remembering things and recognizing things better than them, you see. И врачи были абсолютно в шоке. Единственный вопрос, который они мне задали, это: пастор, как вы вообще до сих пор можете жить и работать? А я продолжал работать, потому что я настолько был движим целью. И мои друзья, например, профессор Винсент, когда я рассказал ему об этом, он сказал мне: пастор, вы настолько движимы целью, вы движимы вашим ведением, что вы даже не обращаете внимания на то, что вы уже почти потеряли зрение. Потому что и члены церкви, они тоже не обращали на это внимания, потому что, несмотря на мое плохое зрение, я видел и запоминал вещи намного лучше, чем многие из них. Now, I see the sister there. Is that the doctor there I'm saying? Now I can see you just for you to as a testimony. И я вижу врача. What's her name? Galina? Tatiana, я вижу врача моего здесь. Я наконец-то могу вас I couldn't видеть. see from here to here, and now I'm seeing Я her. не мог Stand up in видеть the экран hall. даже, а сейчас я вижу моего врача. Я узнаю вас. Встаньте, You пожалуйста. see, I could recognize her from there. You see, something has Представьте, я смогу happened. знать ее с Something такого has расстояния. Не это ли доказательство? That is the proof that something has happened between then and now. Вот это доказательство, что что-то произошло между тем временем, о котором я рассказал, и сейчас. Because I couldn't see from here to here. Я не мог видеть из первого ряда на этот большой экран. And now I could see her there. А сейчас я узнал ее лицо аж там. So anyway, they recommended me to go for So they recommended me to, go to a special hospital for surgery. И врачи, они But сказали, only surgery could help. что только операция может мне помочь, и нужно срочно сделать операцию в специальной больнице. And they said this is not normal, because the diagnosis they had for me was cataract. And cataract is for people of old age. Here, the youngest person with cataract is 60 years old. So normally 70 to 80 years old. And here was a 40-year-old man with cataract. But I explained to them that when I was growing up in Africa, I was always going to the bush to get firewood and to go to school and all that. So all kind of trees and drops were falling in my eyes. I'm even surprised I still have those eyes up to now. Of course, they couldn't understand what. Anyway, yeah, go ahead. И врачи, они были в шоке, как я мог до сих пор вообще действовать. И они сказали, что мне нужно сделать операцию в специальной больнице. И они были в шоке от того, что вообще-то диагноз мой – это катаракта. Но это очень такая болезнь немолодая. Обычно катаракта встречается у людей после 60, где-то от 70 до 80 лет. И они впервые в жизни увидели человека, которому 40 лет, и у которого катаракта, который практически ослеп на один глаз. Ну, я им объяснил, что когда я был маленьким, я ходил в лес, в джунгли для того, чтобы собирать дрова, и там в глаза мне попадали всякие там ссор, поэтому, слава Богу, что вообще глаза сохранил. And so anyway, I went for the operation. И я пошел на операцию. And they said it was successful. Они сказали, хорошо, прошла операция, успешно. And they said I should come back for the test. Сказали, я должен прийти снова для того, чтобы провериться. They gave me 1 month, 2 months, 3 months, and no improvement. И It они was мне дали successful, but no improvement. один месяц, через 2, через 3 месяца прийти. Сказали, операция успешна, но почему-то не наблюдается улучшений. I was seeing the way I saw before. Я видел так, как я видел и раньше до этого, до операции. So they said, we don't know, but it happens like that. Let's do another operation.
Они сказали, ну, не знаю, ну, иногда так происходит, давайте мы еще одну операцию сделаем. So they did the second operation. Они еще одну операцию сделали. You know, it's not operation on your teeth, this on your eyes. They cut the eyes and remove limbs over there. You know, it's complicated. I mean, it's not very good for, you know, cutting your eyes inside. You know, that was something, you see. И знаете, эта операция, это не просто где-то на щеке там у вас операция, это внутри, в самом глазу. Они просто открывают глаз и внутри глаза режут. То есть это не что-то такое особо приятное, это очень серьезная вторая операция. So they did the second operation. Они сделали вторую операцию. And they said it was supposed to be good. И сказали, ну теперь точно все будет хорошо. They said you are supposed to see at least 60 or 70% now. Сказали, вы должны видеть теперь где-то хотя бы 60 или 70%. But I did it. But the thing was still there. I was saying, my God, now, well, we'll see what God will do. Даже после второй операции, к сожалению, мое зрение не намного улучшилось. I went back there. They said, come back again. Они сказали, ну приедьте снова на проверку. This was like last week. Совсем недавно, это было на прошлой неделе, я ездил туда. But, you know, Victor was translating for Pastor Kumuyi. Виктор переводил для пастора Кумуи. And I felt like I should help and, you know, help him. And so I took the microphone. И я почувствовал, что мне нужно ему помочь. Я взял микрофон. And so I began to interpret. И я начал переводить. And as I was doing my job, Pastor began to, and I knew him. И So it was, people who don't know him might think it was just, you know, guys saying some of the things he was saying, but I knew that was the word of knowledge. И когда я переводил, пастор начал давать слово знание. И, ну я хорошо его знаю. Я знаю, что это было слово знание. But while he was there standing, he mentioned my case. Когда он здесь стоял, я его переводил, он упомянул о моей проблеме. I don't know if some of you will remember that he mentioned cataract specifically. Я не знаю, помните ли вы, но он назвал катаракту. And then at another instant, he said you had gone through operation. И потом он еще сказал, что вам уже сделали операцию. You know, it's the case like they were telling Jesus, you doctor, heal yourself. Это все равно, что сказать Иисусу, давай исцели себя сам. You know, that's why it's embarrassing. That's why I said, for me as a pastor, you might not believe it because you are coming here, you think God is healing you all through pastor, but you will not believe the testimony. But also, God needed other people that He will also use to heal you. Знаете, поэтому я и сказал в самом начале, что, наверное, это такая немножко свидетельство как неудобное, да? Вы не ожидаете услышать такое свидетельство от пастора, потому что вы все приходите и ожидаете, что Бог вас исцелит через пастора. Но давайте не забывать, что пастор такой же самый человек, и видите, Бог тоже использует других служителей, чтобы исцелить пастора. Pastor Peggy, you come. I'm professor. You are riding with me in the car. Yeah, you two come now. They will now complete the story. И сейчас мы попросим профессора с супругой завершить историю. Because I was riding with them from my house. Потому что они ехали со мной из дома. The next day. На следующий же день после проповеди мы ехали из дома вместе. That same day, I still look into that thing, I didn't say anything. В тот же день, в день проповеди, я смотрел на эту табличку на храме мормонском и не видел ничего. But after that prayer, но после той молитвы I woke up earlier in that morning, я проснулся рано утром, and I was walking around the compound praying. И я ходил и молился. Then I noticed that the gate we had in the house, и потом я заметил, что ворота у нашего дома actually had some screws or some like nails that were white in color. But I just saw them for the first time. I said, oh, so this gate had these screws here. Я обратил внимание, что на воротах нашего дома есть определенная такая резьба беленькая. Я думаю, о, никогда не видел раньше, интересно. So that was what pushed me to now try to challenge that Mormon's temple inscription. И это натолкнуло меня на мысль посмотреть еще раз на эту табличку. Could it be? Может быть, а вдруг? They know what happened next. И они знают, что произошло дальше. So as we were coming to church, we drove by. We didn't know this Mormon temple story. So as we drove by, Pastor screamed and fell on Pastor Bosse. And said, I can see. И мы ехали
Мы ехали в машине с пастором и пастором Босси и проезжали этот мормонский храм, а я же не знала историю. И тут вдруг неожиданно пастор как закричит и падает на пастора Босси и кричит: я могу видеть, я вижу, я вижу. And then we asked why. Then he told the И story. мы спросили: ну так а в чем дело? И тогда он рассказал нам историю. So we were all excited, and my husband said, maybe you'll be the first to testify when we come to church. И тогда пастор поделился с нами свидетельством, и профессор говорит: ну, наверное, ты будешь самым первым свидетельствовать. And even this morning, as we were coming, А сегодня утром, когда мы проезжали тот же самый мормонский храм, we were discussing, мы обсуждали, but as soon as we came close to the Mormon temple, но когда мы уже приблизились к этому мормонскому храму, Pastor looked again пастор снова посмотрел туда, to make sure it is for real. чтобы убедиться, что это точно так. And he said, yes, I can see. Он сказал: точно могу видеть. Yes, actually, when Pastor shared this with me, that was was it in July last year when I first came? And then it dawned on me that he's such an inner focused man, you know, a man that's pursuing vision. And when you do that, you tend to lose, you know, a sense of your surrounding because you're so future driven. That's why it's possible for him to lose 85% of his sight. He didn't realize it because the inner drive is so strong. И когда я впервые встретился с пастором, первое, что мне в глаза бросилось, это то, что он настолько сфокусирован на свое видение, он просто движим видением. И для таких людей, в принципе, можно понять, как он может потерять 85% зрения и даже этого не заметить, потому что он живет видением. And also, that's what I love about him because whenever we are together, we are discussing 10, 15, 20 years down in history. We are rarely discussing about things of today. Plans. И то, что я обожаю о вашем пасторе, это, знаете, когда мы с ним встречаемся, мы практически никогда не говорим о сегодняшнем дне. Мы всегда обсуждаем планы на 15-20 лет вперед. So, Pastor Sunday, we're not only excited that you can see in the future, but we are now happy you can see today. God bless you. Пастор Сандей, мы так счастливы, что теперь вы можете не только видеть будущее, но теперь вы также можете видеть в настоящем. Rejoice with me. And of course, порадуйтесь вместе со мной. The reason I'm sharing this is because tonight, in 1 hour's time, 6:30, Pastor Kumu is going to minister. We are going to have the privilege and the honor of being under his ministration again. Знаете, почему я поделился этим свидетельством? Чтобы возгреть вашу веру. Потому что через час пастор Кумуи, на служении которого Бог исцелил меня, он будет здесь проповедовать. So get ready. Поэтому приготовьтесь. Expectation. Ожидайте, придите с ожиданием. Expectation is everything. Ожидание – это все. That is the atmosphere for miracles. Ожидание – это хорошая атмосфера для чудес. May the Lord bless you. Пусть Господь благословит вас. Thank you, sir. Спасибо. Давайте проведите гостей быстренько. Драгоценные, давайте воздадим великую славу Господу! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Praise the Lord.
Дорогие братья и сестры, еще раз хочу вам напомнить, что служение начнется в 18:30. Не опаздывайте, сегодня будет потрясающее служение пастора Кумуи. Ну что же, драгоценные, сейчас небольшое объявление. Диски пасторского конгресса вы можете приобрести в комнате 5 в здании офисного помещения. Уважаемые гости, в офисном помещении в малом конференц-зале работает кафе, где вы можете приобрести комплексные обеды, горячие и холодные напитки. Дорогие друзья, напоминаем вам, что 14 мая на Крещатике в канун Международного дня семьи мы проводим флешмоб в защиту женщин от домашнего насилия. Для его проведения нам потребуется 1000 женщин и 50 мужчин. Просьба спланировать свое участие. Приглашаем провести такую же акцию в этот день во всех областях Украины. Справки и детальная информация по телефону 063 848 07 97. Мария Симоненко. Еще раз, 063 848 07 97, Мария Симоненко. Спасибо. Будьте благословенны.